горячий чай, холодная вода и другие новые слова сегодня на практике. Здравствуйте! Это практика номер 11. И сегодня мы повторяем старые слова и изучаем новые. Наша тема – город. Сначала посмотрим на доску. Какие это слова? Готовы? Давайте проверим. Магазин, театр, музей, церковь, гостиница, здание, площадь. Ну как? Все правильно? Молодцы! А сейчас давайте повторим форму множественного числа. Например, магазин, магазины. А дальше? Итак, магазин, магазины, театр, театры, музей, музеи, церковь, церкви, гостиница, гостиницы, здание, здания, площадь, площади. Если нужно повторить, повторите предыдущие уроки. А сейчас задаем вопросы. Какой, какая, какое или какие? Например, магазин – он. Поэтому я спрашиваю, какой магазин? Театр – какой театр? Музей – какой музей? Церковь – какая церковь? Гостиница – какая гостиница? Здание – какое здание? И площадь – какая площадь? Отлично, молодцы! А сейчас вы слушаете вопросы и говорите «да» или «нет» плюс прилагательное. Например, Москва – большой город? Да, большой. Или Москва – скучный город? Нет, интересный. Нет, интересный. Понятно? Отлично. Сейчас вы слушаете. Я говорю вопрос 2 раза. 1 раз медленно и 1 раз быстро. Итак, московское метро быстрое? Московское метро быстрое? Да, быстрое. Да, быстрое. 4 сезона – это дешевая гостиница? 4 сезона – это дешевая гостиница? Нет, дорогая. Нет, дорогая. МГУ – это высокое здание? МГУ – это высокое здание? Да, высокое. Да, высокое. Москва-Сити – это старые здания? Москва-Сити – это старые здания?
Нет, новые. Нет, новые. Ну как? Было трудно? Если да, повторите это задание еще раз. А сейчас посмотрим новые слова. Продолжаем нашу экскурсию. Что это? Это мост. Это мост. Как он называется? Он называется большой каменный мост. А что это? Это аэропорт. Аэропорт. Как он называется? Он называется аэропорт Шереметьево. Что это? Это вокзал. Вокзал. Как он называется? Он называется Ленинградский вокзал. А это? Что это? Это аптека. Аптека. Как она называется? Она называется 36,6. Отлично. Мост, аэропорт, вокзал и аптека. А что это? Это улица. Как она называется? Она называется Тверская. Тверская улица. Какая она? Это очень длинная улица. Длинная улица. А еще шумная. Шумная улица. Шумная улица. Что это? Это ресторан. Ресторан. Как он называется? Он называется «Белый кролик». Какой он? Это очень дорогой ресторан. Там обедают и ужинают богатые люди. Богатые люди. Что значит богатые? Значит, у них есть деньги. Много денег. Богатые люди. А что это? Это кофейня. Кофейня или кафе. Как называется эта кофейня? Она называется шоколадница. Она называется шоколадница. Там вы можете заказать горячий кофе. Горячий кофе. Итак, давайте посмотрим на новые прилагательные и их антонимы. Длинный, короткий. Длинный, короткий. Это длинная линейка, а это короткая. Тверская улица длинная. Шумный, тихий. Шумный, тихий. Шумный город, шумная улица, но громкая музыка. Громкий, тихий. Тоже антонимы. Богатый, бедный. Богатый человек, у него есть деньги, много денег. Бедный человек, у него нет денег или мало денег. Богатый,
бедный. Горячий, холодный. Например, горячий кофе. Кофе, чай, горячий, но климат не горячий, а теплый или жаркий. Теплый, жаркий и холодный тоже антонимы. А сейчас повторим формы прилагательных. Их, напомню, 4. Какой? Окончание «ый», «и», «ой». Интересный, хороший, дорогой. Какая? Окончание «ая», «яя». Какое? «ое», «ее». И какие? «ые», «ие». Например, интересный, интересная, интересное, интересные. Или дорогой, дорогая, дорогое, дорогие. Если нужно повторить, повторите урок номер 11. А сейчас посмотрим на примеры. Человек какой? Богатый, богатая, богатое или богатые? Как правильно? Да, человек он, поэтому богатый. Богатый человек. Мужской род. Номер 2. Актриса. Отлично. Красивая актриса. Актриса она. Какая? Красивая. А я. Номер 3. Часы. Хорошо. Часы – это они. Какие часы? Дорогие. Ие. Дорогие часы. Здесь пишем «ие» и не «ые», потому что, как всегда, после «к», «г», «х», «ч», «ш», «ж» и «щ» никогда не пишем «ы». Если нужно, повторите урок номер 3. Номер 4. Место. Что значит место? Например, улица, банк, ресторан, гостиница. Это места. Место – это оно. Какое место? Отлично. Тихое. О-е. Тихое место. Номер 5. Страна. Что значит страна? Россия – это страна. Бразилия, Португалия, Япония, Монголия и так далее. Итак, страна какая? Теплая. А я. Теплая страна. И номер 6. Фильм. Какой? Какой фильм? Длинный. Длинный фильм. Отлично. А сейчас я говорю свои примеры, а вы говорите, что это. Например, Rolex. Rolex это... Отлично. Rolex это дорогие часы. Анджелина Джоли. Анджелина Джоли это красивая актриса. Отлично. Бразилия. Бразилия это теплая страна. Хорошо.
Билл Гейтс. Билл Гейтс – это богатый человек. Отлично. Что еще? Война и мир. Война и мир. Это большая длинная книга и, конечно, длинный фильм. Хорошо. И, наконец, библиотека. Библиотека. Что значит библиотека? Библиотека – это место, где много книг и где люди читают книги. Библиотека – это тихое место. Отлично. Это были мои ассоциации. А какие у вас ассоциации? Богатый человек – это кто? Красивая актриса, дорогие часы и так далее. Напишите ваши ассоциации в комментариях. Отлично, это все на сегодня. Мы узнали много новых слов. Поэтому не забудьте сделать домашнее задание. А это ваше домашнее задание. Ваше новое домашнее задание. Напишите ответы в комментариях. И не забудьте проверить домашнее задание номер 10. Ответы в описании. Жду вас на уроке номер 12, а еще на моей странице на Фейсбуке. Заходите, там еще больше практики для вас. Удачи и до свидания. Пока!